Всем привет! Мы продолжаем рассматривать советские автомобили и также продолжаем смотреть на новодельные российские масштабные модели, которые есть в моей коллекции. В сегодняшнем видео я хочу вам показать довольно интересный вариант окраски «Москвич-2141». Милицейское исполнение, и в этом варианте модель уже давно снята с производства, хотя она все еще встречается в открытой продаже, на аукционах и других торговых площадках. Цена на эту модель может варьироваться от 800 до 1500 рублей в зависимости от состояния самой масштабной копии, наличия у нее оригинальной упаковки. И свой москвич я взял в коллекцию по ряду причин. Во-первых, у меня были подобные москвичи, только не в милицейском исполнении, а в обычном гражданском и варианте такси, но, к сожалению, все эти модели рассыпались от цинковой чумы. И многие модели я демонстрировал в рамках рубрики канала, посвященной цинковой чуме. И свои модели я пытался отреставрировать, их перекрасил, также склеил, но с каждым годом их состояние все ухудшается и ухудшается, появляется все больше микротрещин, и, конечно, эти модели по большому счету на выброс, их не нужно реанимировать, а просто пустить на запчасти. Если у кого-то из вас в коллекции тоже модели с цинковой чумой, то не пытайтесь их реанимировать, просто зря потратите свое время, потому что этот процесс необратим. Все равно металл разрушается уже на клеточном уровне, и такие модели по большому счету всегда идут на выброс. И что касается моей коллекции агатовских моделей, то я собрал практически все автомобили, которые выходили в советское время, также новодельные российские модели. И, конечно, новодельные российские модели не пользуются таким спросом, как старые советские масштабные копии. И такие модели можно взять значительно дешевле. А сейчас на них спрос и подавно уменьшился, потому что, еще раз повторюсь, вышла журнальная серия. И давайте не будем медлить, распакуем коробочку, посмотрим на этот москвич поближе, и затем сравним его с другими экземплярами, которые есть в моей коллекции. И здесь модель поставляется в традиционной агатовской новодельной коробочке. Она стандартного размера, написан «Эконом-банк Агат» и сделана в России. И также есть другие коробочки с другим логотипом. Вместо «Эконом-банк» надпись «Холдинг Инкотекс». И в таких коробочках тоже москвичи попадаются в открытой продаже. На задней стороне упаковки есть список тех моделей, которые выходили на тот момент. Это Москвич 408, 412, 426, 27, 33, 34, также модель пикап, Ишкомби, автомобили Волжского автозавода, также Горьковского автозавода, Рафик и Русабалты. И Русабалты, кстати, довольно хорошие. И у этой модели также есть штампик с датой изготовления, март 2006 года. Тоже можно рассмотреть дату изготовления, правда она выцвела уже. Упаковка номер 3. Или упаковщик номер 3. Также есть инструкция о том, как открывать дверцы, если у автомобиля открываются передние и задние дверцы. Но у этого автомобиля открывается только капот и передние дверцы. А задние почему-то сделали глухими. Довольно аккуратная покраска. Конечно, пресс-форма уже сильно изношена. Это видно по проему лобового стекла. Такое ощущение, как будто автомобиль приплюснут. Но, тем не менее, эта модель у меня на замену развалившимся москвичам, поэтому другого выбора у меня не было. Можно, конечно, найти старую советскую модель, но, опять же, есть риск того, что она рассыпется от цинковой чумы. И, опять же, эти модели сейчас не имеют такой большой коллекционной ценности, как раньше. Но для меня они имеют ностальгическую ценность. Можно открыть дверцы, посмотреть внутри. Сиденье здесь серого цвета, панель приборов черная. Дверные карты окрашены в черный цвет. Также открывается капот. Плашка двигателя из пластика черного цвета. Некоторые узлы здесь отлиты вместе с корпусом автомобиля и окрашены в желтый цвет. Надпись ГАИ, сделанная методом тампопечати, милиция и герб. Осветительная техника здесь из прозрачного пластика. Также присутствует плашка облицовки радиатора. Это съемная деталь. Модель крепится одним винтиком, плюс сзади идет защелка под номерной знак. Задние фонари из красного прозрачного пластика. На некоторых моделях окрашивали поворотники, огни заднего хода, но свои модели я стараюсь сохранять в первозданном виде и дорабатываю только журнальную серию. Довольно хорошие колесные диски с колпаками.
Это пластиковые неокрашенные детали и также довольно интересные покрышки. И на них довольно хорошая детализация для старых советских моделей. И, кстати, у многих москвичей 2141 покрышки оплавляют колесный диск. Но, к счастью, на этой модели пока что этот процесс не замечен. Снизу указан масштаб 1 к 43, также написано «Сделано в СССР», но это уже новодельная российская модель, и указан прототип «Москвич 2141». Также присутствует запасное колесо и кронштейн. И давайте посмотрим на модели, которые, к сожалению, рассыпались от цинковой чумы. И я их пытался ради, скажем так, эксперимента реанимировать. Первый москвич был в варианте такси. Я его загрунтовал, не стал красить, потому что все равно появляются новые микротрещины. Например, можно посмотреть под лобовым стеклом появились новые трещинки. Также растрескался капот, он немножко отличается по тону, потому что я его окрашивал грунтом уже впоследствии, после грунтовки самой масштабной копии. И капот здесь не держится, он вываливается, сломалось крепление. Точно такая же плашка двигателя. Точно такая же осветительная техника. Облицовка радиатора. Колпаки на колесах здесь уже черного цвета. Сиденье синего цвета. Панель приборов тоже черная. Точно такие же задние фонари и точно такая же плашка под номерной знак, которая является защелкой. Точно так же выглядит днище. Правда, здесь пытались почему-то запаять часть салона, видимо, прикрепить ее к днищу. И, конечно, повредили топливный бак. Видны следы пайки. Но все равно эта модель уже по большому счету на выброс, поэтому не имеет особого значения то, что здесь имеются повреждения. И покажу вам еще один москвич. Тоже в варианте такси. Вот так выглядела изначально серая модель. И этот вариант я склеивал другим клеем. И не стал перекрашивать эту модель, а оставил ее в первозданном виде. Как раз вы можете видеть, где были трещины. Двери все в микротрещинах. Уже отсутствует панель приборов, также облицовка радиатора, фиксатор под номерной знак. Я эти детали использовал для укомплектования еще одного москвича 2141, который у меня не был комплектный. И здесь осветительная техника и стекла черного цвета. А колесные диски темно-серые. Тоже немножко отличаются по тону от тех колпаков, которые установлены на вариант ГАИ. Днище здесь коричневого цвета. Сиденья, по-моему, черные. Их сложно рассмотреть сквозь маленькие окошки. Тем более остекление здесь тонировано. Но, по-моему, сиденья черные. Могу ошибаться. Отсутствует также запаска. Указан прототип. Написано тоже «Сделано в СССР». И масштаб 1 к 43. И давайте посмотрим на вариант ГАИ, который более фантазийный. И эта модель с датой выпуска апрель 2006 года. У новодельных российских моделей какая-то проблема с проемом лобового стекла. Здесь тоже, если вы можете видеть, такое ощущение, как будто крыша немного приплюснута, как и у москвича 2141. Видимо, пресс-форма настолько изношена, что оконный проем уже неровный. И здесь, конечно, фантазийный триколор. В таком варианте исполнения москвичей 412 и 408 я ни разу не видел. Но модель смотрится довольно нарядно. У нее открывается капот.
Тоже написано «Сделано в СССР». 1 к 43, модель. Индекса здесь нету. И написан прототип «Москвич-408». От 412 он отличается только плашкой двигателя. А по кузову отличий у этих моделей вы не найдете. И можно посмотреть на вариант из журнальной серии «Автолегенды СССР». Эту модель я немножко дорабатывал. Первое, что заменил, это покрышки. Поставил резину Ми-16 от Maestro Models, установил регистрационные номерные знаки и также окрасил заднюю светотехнику. Поворотники оранжевым, а огни заднего хода сделал прозрачными. И, конечно, этот москвич уже выглядит намного презентабельней. Хотя прототип все равно узнается и в старой советской модели, уже в новодельном российском аналоге. Интерьер здесь из пластика, окрашенного в массе. При желании можно окрасить сиденье, панель приборов, тогда модель заиграет по-другому. Но я уже не хочу дорабатывать журнальные модели, тоже поднадоело заниматься постоянной доработкой. Возможно, в будущем потом займусь и до конца закончу доработку этих изделий. Вот такой милицейский москвич, который я хотел продемонстрировать вам в рамках сегодняшнего видеоролика. Пишите ваши комментарии, что вы думаете о новодельных российских масштабных моделях. Имеют ли они место быть в современной коллекции и сколько, по-вашему, должны стоить эти изделия. Если вам понравился данный видеоролик, не забывайте поддержать его лайком. Вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке. Жмите на колокольчик, если вы не сделали этого раньше. И можете заглянуть и подписаться на мой второй канал, там тоже выкладываются видеоролики на масштабные модели из моей коллекции. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока-пока.